Всем огромнейший привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я поговорю о бумаге. Это распространенная тема, которая волнует большинство начинающих плетение из газет. Очень много задают вопросов по поводу того, какую бумагу лучше взять для плетения, чем офисная бумага отличается от потребительской, какие трубочки получаются из того или иного вида бумаги и какие особенности этих трубочек, тоже немного расскажу, что такое плотность бумаги, как узнать направление волокон и многое-многое другое. И где, кстати, вообще брать эту бумагу для плетения. Поэтому, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Ну и, как обычно, в описании под видео оставлю таймлайн этого ролика. И первое, с чего хочу начать это видео, это немного рассказать о тех видах бумаги, которые используются в газетоплетении. Первая, самая распространенная бумага – это газетная бумага, из нее делают газеты. Также некоторые называют ее потребительской. Очень часто и практически многие из нее плетут. Плотность такой бумаги невелика, варьируется от 35, может быть от 40 до 60-65 грамм. К такой же бумаге относятся и вот такие вот рекламные журнальчики. Они бывают разного формата. Вот у меня тут формата А4, есть даже меньше по ширине. Они, в принципе, тоже сделаны из газетной или потребительской бумаги. Плотность у них также невелика, очень подходит для плетения, где-то 45, может быть 50 грамм. Следующая бумага глянцевая, из нее делают вот такие вот тоже рекламные журнальчики, только она уже имеет свои особенности, которые я немножечко позже расскажу. Плотность у нее тоже невелика, может быть 45-50 грамм. Следующий вид бумаги, из которой тоже крутят трубочки, это офисная бумага. Вот она тоже имеет свои особенности, чуть позже я к ней вернусь. Она бывает разного цвета, то есть самая распространенная это белая, ее очень часто используют для ксерокса. Также есть вот такая вот цветная. Вот, плотность у такой бумаги уже 80 грамм, бывает даже и 85, то есть она немножечко поплотнее. Следующая бумага используется в тетрадях, то есть она может быть и в клеточку, в линеечку, в звездочку, в кружочек. Она немножечко похожа на офисную бумагу, потому что чуть-чуть плотнее газетной, то есть у нее где-то плотность 70-75 грамм. Так, следующий вид бумаги, цветная бумага, из нее тоже крутят трубочки. Она не глянцевая. Она бывает, цвет у нее с двух сторон, бывает с одной стороны. Плотность у нее невелика, где-то 45, может быть 50 грамм, бывает даже и 40 грамм. Следующая бумага, которая у меня вот есть, это потребительская бумага. Ее еще называют пищей бумагой. У меня вот двух форматов, то есть это формат А4 с альбомный лист. Она очень маленькая по плотности, 45 грамм. А вот эта бумага чуть большего размера, чуть большего формата А3, у нее плотность 50 грамм. Вот, но она такая мягкая очень даже, приятная на ощупь, то есть из нее тоже крутят трубочки. Также есть еще один вид бумаги, из которой можно крутить трубочки. Кстати, некоторые мастерицы только из нее и крутят. Это кассовая лента. Она достаточно приятная на ощупь, плотность у нее невысокая, то есть это 50-55 грамм на метр. Трубочки из нее крутятся просто на отлично, но она имеет ряд особенностей, в том числе и при окраске, о которых я чуть позже расскажу. Кстати, заметьте, что вот кассовая лента имеет очень высокую степень белизны, то есть если вы хотите получить белые трубочки, да, из нее они получатся идеально. Что, конечно, не скажешь вот об этой потребительской или пищей или газетной бумаге, которая все-таки имеет такой сероватый оттенок. Вот, то есть трубочки у нее получаются сероватые. Вот, и если вы хотите получить, например, белый цвет, то трубочки потом нужно окрашивать в белый цвет. Поэтому всегда, когда вы приобретаете даже бумагу, обязательно смотрите на процент белизны. Например, вот в этой бумаге процент белизны где-то 60%, но если мы возьмем офисную бумагу, то у нее процент белизны будет очень высокий, так же, как и у кассовой ленты.
Так, это все, что касается бумаги. Сейчас я пару слов скажу о плотности бумаги. Вообще, что это за показатель, стоит ли его учитывать в приобретении бумаги для плетения. А плотность бумаги измеряется в граммах на метр квадратный. То есть, если на упаковке бумаги написано, что эта бумага, например, 80 грамм на метр, то значит, что лист бумаги размером 1 метр на 1 метр весит 80 грамм. И самая низкая плотность это у газетных бумаг или же у пищевых бумаг, у потребительских. Показатель плотности начинается от 35 грамм на квадратный метр и может заканчиваться, например, 90 грамм, ну и так далее. Вот для плетения больше всего подходит та бумага, у которой плотность варьируется от 35 до 55 грамм на квадратный метр. То есть такие трубочки из этой бумаги получаются довольно мягкими, эластичными, из них очень хорошо плетется изделие. А если мы берем бумагу немного высшей плотности, например, вот эту вот офисную, то трубочки из такой бумаги получаются жестковатыми и могут ломаться на изгибах. И в принципе плести из них, кстати, довольно-таки сложно. Следующий вопрос – это направление волокон. Этот показатель очень важен тогда, когда вы уже собираетесь разрезать лист на полоски бумаги, из которых будете крутить трубочки. То есть, если мы с вами будем резать полоски против направления волокон, то из таких полосок мы не накрутим трубочки, то есть они будут рваться, ломаться во время кручения, доставят массу неприятностей и хлопот. Если мы с вами будем резать полоски по направлению волокон в листе, то из таких полосок трубочки крутятся очень хорошо. Ну давайте же перейдем к практике. Как узнать направление волокон в конкретном листе бумаги? Существует несколько способов, я покажу свой любимый. Это рвание бумаги. Итак, у нас есть лист бумаги, и у него есть длина и ширина. Сейчас мы попробуем порвать его по длине, то есть оторвать полоску. Посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, выходит не очень на самом деле. То есть я рву полоску, и она куда-то все время рваным, очень сильно рваным краем отрывается. То есть вот смотрите, даже полоски не удалось оторвать. Это значит, что я рвала бумагу против направления волокон. Ну и, конечно, логично предположить, что направление волокон у нас идет по ширине. Давайте посмотрим, проверим. То есть я отрываю полоску бумаги, она у меня очень легко отрывается, видите, и край у нее достаточно прямой, то есть я бы сказала минимум рваного края, да, в отличие вот от этого результата. То есть направление волокон у нас имеется по ширине. Но, к сожалению, вот такая бумага, то есть такой формат бумаги мне не подошел. С ней все в порядке. Это отличная бумага для кручения трубочек. Но почему он мне не подошел? Потому что у нее направление волокон идет по ширине. То есть такие трубочки получаются довольно короткие. Вот у меня есть несколько трубочек, я их даже окрашивала. Они очень сильно короткие, то есть их в процессе плетения приходится в 2 раза больше наращивать. И на самом деле терпения не хватает на это, поэтому пришлось вот эту потребительскую бумагу отложить в сторону. Хочу в этом вопросе осветить еще один важный момент. Направление волокон в конкретной пачке бумаги вам заранее не удастся проверить, потому что в основном такие пачки продаются в запечатанных упаковках, и, соответственно, в магазинах на законных основаниях вам просто не разрешат вскрывать упаковку и проверять направление волокон в той или иной пачке. Поэтому вот эту пачку бумаги я покупала как кота в мешке. Я не знала направления волокон, не знала, по какой длине у меня будут резаться полоски, крутиться трубочки. Поэтому была сильно расстроена, что у меня вот эти полоски были очень сильно короткие. Так что имейте это в виду. Если увидите пачки бумаги вот такого формата, имейте в виду, что такое тоже может быть. И для цели плетения я купила бумагу большего формата. Это А3, это тоже газетная потребительская, да, как я уже сказала, но при любом раскладе, то есть здесь направление волокон по ширине, и даже если бы направление волокон было бы по длине, при любом раскладе таком я в выигрыше. Газетная потребительская бумага также продается и в рулонах она тоже в принципе подходит, потому что там тоже при любом раскладе вы будете в выигрыше, имейте это в виду.
Сейчас хочу немного показать, из какой бумаги какие трубочки получаются. Ну вот самый распространенный вид бумаги для плетения, как я уже сказала, это газетная бумага. Из нее трубочки получаются суперские просто, то есть они мягкие, эластичные, из них очень комфортно плести. Они могут быть как с газетным принтом, так и полностью белые. То есть, если, например, мы берем вот такие рекламные журнальчики, то в основном из них трубочки получаются с газетным принтом, очень пестрые, да, как мы видим. Вот, у них есть белая полоса у этих журнальчиков, но, к сожалению, из белой полосы невозможно сделать полностью белые трубочки, то есть они все равно получаются такие цветные, потому что белая полоса имеет вот такие цветные пятна у начала и конца, поэтому и трубочка такая цветная получается. Вот, но если мы берем газету, то, конечно, мы можем накрутить и пестрые трубочки с газетным принтом, и также и белые, если мы возьмем вот этот край газеты. Так, это все, что касается газетной бумаги. Кстати, такие трубочки очень легко окрашиваются. Следующая бумага, вот наша потребительская, или газетная, или пищая. Из нее трубочки получаются без газетного принта, да, ну потому что она полностью светлая, они также очень хорошо окрашиваются, они достаточно приятные в изготовлении и плетении изделий. Кстати, вот, например, эти трубочки, как я уже показывала, скручены вот из этого листа, да, и они очень хорошо окрашиваются, такой яркий оттенок краски имеют, вот, но жаль, конечно, что короткие. Следующие трубочки могут получиться из вот таких вот глянцевых журналов, как я уже говорила. Они имеют вот такой вот вид, то есть они уже немножечко такие плотные достаточно, потому что глянцевые. Вот, у меня из этих рекламных журнальчиков получились трубочки вот такого вот красного цвета, что довольно необычно. Вот, ну и пестрые, соответственно. Так, тут у меня разорвалось, но ничего страшного. Кстати, минус этих трубочек в том, что они очень плохо окрашиваются, но чуть позже мы с вами будем это тестировать, и вы в этом убедитесь. Но их окрасить, конечно же, можно, для этого нужны специальные краски, тоже чуть позже буду об этом рассказывать. Следующее — это тетрадная бумага. Я скрутила тут трубочку из нее, вот такая вот она у меня получилась. Я бы не сказала, что она очень плотная, например, как офисная бумага, но тем самым, если из нее плести, будут иметься вот такие вот заломы, что мне не очень нравится. Но я знаю, что некоторые мастерицы только и плетут вот из этой вот бумаги. Но минус этой бумаги в том, что, конечно, она затратная по деньгам, то есть такую бумагу нужно покупать. Например, если вы плетете из газетной, то газетную вообще можно и не покупать, а брать где-то бесплатно. Вот если тетрадную, то тут уже, конечно, денежки нужно заплатить. Следующая бумага цветная. Кстати, из нее получаются довольно неплохие трубочки. Вот, я уже из красной вот скрутила. В принципе, она достаточно мягкая, очень хорошо, очень податливая на самом деле. Вот, ну и уже окрашена в какой-либо цвет. Но это на самом деле не самый бюджетный вариант, потому что цветная бумага стоит денег. Вот, поэтому из нее плести, конечно, это какие-нибудь элитные изделия. Я не знаю, может быть, что-то такое. И следующий вариант бумаги — это офисная бумага. Вот из нее трубочки получаются очень плотные, вот я уже 2 скрутила, и на самом деле они крутятся очень достаточно сложно, трудно, нужно прилагать необходимые усилия. Вот, но я знаю, что такой вариант бумаги, такие трубочки используются в изделиях, которые достаточно большого объема, то есть некоторые плетут кресла, столы большие, котодомики, вот, и используют вот эти вот трубочки. Но вы знаете, честно, даже для котодомика я бы не стала их использовать, потому что плести из них это, вот смотрите, они даже, ну, очень жесткие, то есть если их даже дополнительно увлажнять, то все равно жесткость останется. Ну и, конечно, по деньгам, то есть такую бумагу вы нигде не найдете бесплатно, ни в каких магазинах, ни у метро ее не раздают, а приходится покупать. Следующее — это кассовая лента. Из кассовой ленты я крутила трубочки, даже из них что-то плела, но трубочки крутятся хорошо, то есть тут направление волокон идет вдоль.
длины, поэтому замечательно взял, разрезал на полоски, сиди и крути. Такие трубочки тоже получаются достаточно эластичные. Вот из них, кстати, очень хорошо, удобно плести, но мне кажется, что вот у меня спица 1,5 мм, и они все равно для этого слишком полые. Получаются они очень мягкие, но здесь есть один нюанс. Их нужно плести с одной стороны, то есть, по-моему, с внутренней стороны крутить вот эти вот трубочки из полоски, потому что у меня был случай, когда я их накрутила с внешней стороны и сплела из них цветочек какой-то, который я впоследствии окрасила, и он у меня потемнел. То есть потом мне уже объяснили, что вот эта вот кассовая лента имеет термослой, который при окрашивании может темнеть, поэтому вот ее нужно, по-моему, изнутри крутить, полоску, чтобы получить не темнеющую трубочку. Но опять же, это, конечно, нужно все экспериментировать. Вот. С этим все понятно. Я думаю, если есть вопросы, конечно, пишите в комментариях. Так, теперь давайте потестируем те или иные трубочки, как они окрашиваются, например, морилкой на водной основе. Итак, для начала мы возьмем трубочки, которые были скручены из газетной бумаги, и просто окрасим небольшие участки. Вот, они очень хорошо окрашиваются, да, как я уже сказала. Цвет довольно-таки насыщенный, он не пропадает после высыхания, и он очень хорошо впитывается. И вообще при окраске, в принципе, они очень хорошо равномерно окрашиваются. Но вот это самый идеальный вариант для плетения. А следующее, давайте посмотрим, как будет окрашиваться трубочка из тетрадной бумаги. Так, все трубочки я старалась максимально проклеить клеем так, чтобы клей у меня закрепился внутри, чтобы не было ни прокрасов, но вот вы знаете, мне на самом деле не понравилось вот это вот окрашивание этой трубочки, потому что смотрите, какой цвет она имеет, довольно-таки ненасыщенный, и он идет какими-то полосками. Даже если вот второй раз окрасить, все равно он окрашивается неравномерно, эта трубочка. Да, как мы видим. Но не знаю, результат мне не очень сильно нравится. Следующее, давайте проверим, как будут окрашиваться трубочки из офисной бумаги. Это вот, которая 80 грамм на метр у нас. Так. Ну, на самом деле тоже очень неравномерно она прокрашивается, хотя, конечно, окрас достаточно интересный, да, выглядит. Вот если даже с этой стороны сделать, давайте еще посмотрим. Окрас очень интересный, он какой-то такой пятнистый. Вот, но, в принципе, мне не очень такой вариант нравится, потому что все-таки хочется, чтобы прокрашивалось равномерно. Вот, а здесь ну, что-то такое, неравномерность есть все-таки. Следующее, мы будем красить трубочки из кассовой ленты. Ну, на самом деле, морилкой на водной основе они красятся очень плохо. Я их уже пыталась красить таким образом. Они не прокрашиваются, вот какие-то разводы такие. То есть они очень плохо впитывают морилку, очень плохо прокрашивают вот, места, поэтому я такие трубочки красила акриловой краской. Вот, акриловой краской, кстати, она очень хорошо держится на них. И следующие трубочки, которые сегодня хочу протестировать, это трубочки из глянцевых журнальчиков скручены. Давайте посмотрим, как они окрасятся у нас. Я бы не сказала, что это стопроцентный глянец, но тем не менее глянец в этих трубочках есть. В принципе, окрашиваются они достаточно неплохо, да. Вот. Единственное, что, конечно, если у вас очень сильно глянцевые трубочки, то морилкой на водной основе они у вас не прокрасятся. Лучше всего использовать морилку на спиртовой основе, но знаете, что морилка на спирту очень сильно пахнет. Кстати, вот такие вот трубочки из глянцевых журнальчиков, они красятся очень хорошо еще водоэмульсионками некоторых фирм, и также вот краска из баллончиков. Вот для автомобилей, например, есть краски такие из баллончиков. Вот они очень хорошо
хорошо окрашиваются. Но имейте в виду, что такая краска стоит дорого, и расход ее увеличивается в разы. Кстати, трубочки можно красить и не только морилкой на водной основе, это я привела ее в качестве примера. Многие очень любят морилкой на водной основе красить, чтобы получались такие более естественные, натуральные древесные оттенки. Но если вы хотите добиться более ярких оттенков, более неестественных, например, ярко-зеленого, синего, красного и так далее, то можно использовать различные колера, различные акриловые краски, строительные, водоэмульсионные. Также можно, кстати, использовать и оттеночные акриловые лаки. И также краски автомобильные, как я уже говорила ранее, из баллончика. Есть даже золотистые, серебряные краски из баллончика. В общем, в этой теме можно экспериментировать как хотите. Кстати, у меня на канале есть на эту тему любопытное видео, где я крашу газетные трубочки чаем, кофе и свеклой. Очень интересный результат получается. Так что, если вам любопытно, то ссылочку на это видео я оставлю в описании, заглядывайте туда. Следующий вопрос, который я хочу затронуть, это на какую спицу крутить трубочки, какую ширину полоски брать и так далее. Очень много вопросов задают, решила и в этом видео тоже на них ответить. Итак, как я это делаю? То есть у меня ширина полоски приблизительно 6 сантиметров. И кручу я на спицу 1,5 мм в диаметре. Вот эта спица у меня осталась еще с советских маминых времен. В закромах я ее нашла. Сейчас я таких спиц не вижу практически. Можно крутить и на спицу 2 мм, тогда ширина полоски у вас будет 7 или 8 сантиметров. Если у вас спица чуть большего диаметра, например, 2,5 или 3 мм, то тогда ширина полоски, соответственно, будет 9 или 10 сантиметров. Ну и, соответственно, чем выше, больше ширина полоски, тем у вас плотнее и шире трубочка. Так что имейте это в виду, и чем меньше у вас ширина полоски, например, меньше 6 сантиметров, и если вы возьмете и накрутите на спицу 2 мм, такой вот маленькой ширины полоски, то она будет полая трубочка внутри, и из нее практически невозможно будет сплести нормальное прочное изделие. Поэтому вот я сейчас вывела приблизительную таблицу, исходя из моего опыта, когда на какую ширину полоски лучше взять какого диаметра спицу. Ну и теперь самый животрепещущий вопрос, где взять бумагу для плетения. На самом деле таких мест очень много, и я сейчас расскажу о тех местах, которые я знаю. Ну вот самый бюджетный вариант, это где мы берем газетную бумагу, это магазины всякие, у метро. Бывает, что нам отдают бесплатно какие-то люди, у которых скопилась макулатура. В общем, в принципе, это самый бюджетный вариант, на него можно вообще денег не тратить, идешь в магазин и берешь всякие рекламные вот такие буклетики, и газеты вообще пачками раздают на некоторых станциях метро, но у кого есть метро, соответственно. Вот, либо же можно действительно просить знакомых, родственников, чтобы макулатуру собирали, а потом вам относили. Следующий менее бюджетный вариант и, возможно, и даже самый дорогой вариант, это вот покупка в магазинах бумаги. Ну, то есть в канцелярских магазинах, да, например, офисная бумага, она продается, кассовая лента, это тоже в магазинах канцелярских продается, цветная бумага, тут вообще расход очень большой, но и в принципе денег по деньгам тоже очень много выходит, тетрадная бумага тоже по деньгам довольно много получается. Вот. Кстати, можно, конечно, покупать такую бумагу и оптом, но там очень большие объемы, и не всем это выгодно. То есть тот, кто плетет чисто для себя, то не всегда выгодно покупать такую бумагу в больших объемах. Так, ну и следующий вид бумаги, это вот такой потребительский или пищая бумага. Эту бумагу я покупала непосредственно в магазине канцелярии, она продавалась в упаковке запечатанной. В упаковке было, по-моему, 500 листов, стоила такая бумага 140 рублей. Вот эту бумагу я покупала уже в фирме, в интернет-магазине, которая занимается продажей именно газетной печатной продукцией. Вот такая бумага была в упаковке там 2500 листов, и стоит одна упаковка 989 рублей.
Если кому-то интересно, кто находится в Санкт-Петербурге, то я могу скинуть координаты нескольких фирм. У меня уже набралось 2 фирмы по отзывам, где можно купить очень хорошую потребительскую бумагу, хорошего качества. Вот, так что пишите мне ВКонтакте ко мне на страничку, кто из Санкт-Петербурга. Я вам скину ссылочки. А следующий вопрос, на который хочу ответить, возможно, это будет последний вопрос, это сколько по времени хранить саму бумагу для плетения и сами трубочки. Скажу сразу, что это все индивидуально зависит от того помещения, где все это хранится. То есть это все зависит от влажности воздуха в помещении и как хранится сама бумага. Вообще бумагу и трубочки долго не хранить, ни в коем случае, там по 5 лет не надо. И набирать целые горы макулатуры из газеты, потом там 10 лет из них плести тоже не стоит, потому что бумага, и в том числе газетная бумага в первую очередь, она состаривается со временем, то есть трубочки из нее накрутить можно будет, но такие трубочки в процессе плетения будут ломаться, и их нужно будет увлажнять, и это не всегда помогает. Поэтому лучше всего хранить газеты и газетную бумагу потребительскую в пакетах, тем самым она не будет слишком быстро высыхать. И вообще, как я уже повторилась, хранить ее не стоит слишком долго. То же самое и трубочки. Вот я стараюсь их использовать в течение месяца после того, как я их накрутила, потому что потом они все-таки, у нас еще и сухая квартира очень, они потом такие не очень хорошего качества получаются, они высыхают, ломаются очень сильно, и даже увлажнение из пульверизатора им не очень-то помогает. На этом все, я заканчиваю это видео. Если я что-то упустила или о чем-то забыла вам рассказать, то обязательно в комментариях под этим видео пишите ваши вопросы, я на все отвечу и дам необходимую информацию. Если это видео вам понравилось и оказалось в какой-либо его части полезным, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями, с тем, кто только начинает плести из газет. Желаю всем отличного настроения, вдохновения, побольше солнышка. Увидимся очень скоро. Пока-пока!